Всем привет, с вами Дина, и сегодня мы отправляемся в Хибины. Путь до гор займет несколько дней, так что приятного просмотра. Апдейт по нашей поездке. Пожалуйста, заранее предусмотрите место вашей ночевки, потому что мы столкнулись с тем, что при нахождении квартиры именно в день заезда мы не смогли найти подходящую, поэтому будьте начеку. Доброе утро! Это второй день нашей поездки, и, честно говоря, уже ощущается некий холод здесь. Цель на сегодняшний день — это достигнуть города Сегежа. До него ехать, если я не ошибаюсь, где-то 200 километров, плюс-минус. Поэтому надеюсь, что сегодняшний день будет намного продуктивнее, нежели чем вчерашний, потому что вчера мы так и не смогли ничего посмотреть. Итак, мы приехали на один из самых мощнейших водопадов Европы, именно на Кивач. Есть несколько гипотез создания имени водопада Кивач, одна из которых является глаголом от слова кивать, но есть также вторая гипотеза с финского языка. Кивас означает бурлящий и бурный, что как раз описывает этот водопад. Возраст Кивача более 400 лет. Зимой водопад не замерзает, а поток воды снижается, словно замирает. Однако движение воды не останавливается ни на секунду. Окружающая природа является уникальной, поэтому в 1931 году основали заповедник. Здесь растет 42 вида деревьев, кустарников, а наиболее удивительной является корейская береза. Сейчас 20:15, мы находимся в Сегеже, и погода здесь действительно дождливая. Поэтому на этом второй день заканчивается. Увидимся завтра. Ребят, всем доброе утро. День начинается с поедания черники. Здесь ее так много, что для городского жителя вроде меня это просто нонсенс. Дорога из Сегежа до Кировска была одна из самых длинных за всю поездку, но мы не смогли не заехать в Беломорск. Рядом с городом Беломорск есть одно примечательное место, называется Петроглифы. И оно интересно тем, что там находятся наскальные рисунки людей, которые жили там 5000 лет назад. И оно поистине считается объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Эти петроглифы относятся к самым ранним произведениям искусства. Они были созданы намного раньше многих древних памятников. Через 2000 лет после них будут построены первые египетские пирамиды, через 4000 – римский Колизей, а почти через 5 – Великая Китайская стена. Всем доброе утро, мы наконец-то в Кировске. Цели на сегодняшний день такие, а именно прогуляться по центру, посмотреть достопримечательности и под конец дня совершить конную прогулку. Пока погода радует, и несмотря на сильный ветер, все-таки здесь солнечная погода. Мы приехали кататься на лошадях. Честно говоря, мне очень страшно, но, по крайней мере, посмотрите, как здесь красиво. Вот это место сине-зеленое, это место добычи руды. Только что закончили прогулку на лошадях, и это просто неописуемое чувство, потому что я очень этого боялась. И я в то же время очень рада, что я преодолела этот страх. Мне кажется, что все-таки нужно идти туда, где страшно. Всем доброе утро! Сегодня такой знаменательный день. Мы совершаем восход в горы Хибины. Но перед этим мы встали немного пораньше, чтобы сходить на почту. Уже долгое время некой традицией является подписание открыток и отправление друзьям, семье. Так что я думаю, что это отличный вариант, альтернатива сувениров, потому что открытка проделывает достаточно долгую дорогу, и ты сидишь уже дома и ждешь ее. Открытки отправлены, а это означает, что мы готовы добраться до нужной точки, от которой будет направлена специальная группа в горы.
get back, I can't let this go. Saturday sun, I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight's ever lost. И под разными спектрами ультрафиолета, разными цветами. Есть сейчас гакманит, который также светится оранжевым, но после того, как на него посветишь, он становится розовым, потом эта розовость пропадает. Вот. Ну и мир минералов действительно очень интересен. Что я могу сказать? У меня жестко болят щиколотки. Помимо этого, стоит отдать должное, пожалуйста, обратите внимание на обувь, потому что обувь, как и одежда, она должна быть удобной и комфортной, потому что мы проходили очень много различных дорог. Это стоит того, стоит не потраченного дня, а дня, проведенного с пользой и с уже полученными воспоминаниями, которые вспомнятся надолго. По окончании нашего похода в горы мы решили все-таки вернуться в горы, а именно пойти на канатную дорогу. Сейчас посмотрим, как тут все будет. Погода здесь просто шикарная. Я не перестаю восхищаться всей красотой, которая здесь находится. Однако я не учла тот момент, что очень здесь ветрено и холодно. Так что в одной толстовке здесь просто нереально. Наше путешествие в Хибины подходит к концу. Я хочу сказать, что это место оставило в моей душе неизгладимое впечатление. Суровая красота, тишина и величие природы – все это делает Хибины по-настоящему особенным местом. И если вы ищете приключений или хотите увидеть что-то действительно уникальное, обязательно отправляйтесь сюда. Так что спасибо, что были со мной в этом путешествии. До новых встреч. Пока-пока.